Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Мы с Карлосом недавно зашли в лес. Я уже порядочно устал. Рюкзак нагрузил сегодня очень сильно. Я уже и не помню, когда такое было. Хотя нет, помню. Это было, когда я нес автомобильный аккумулятор к землянке. И еще раз, наверное, когда нес десяток кирпичей для печки. Карлоса пока не отпускаю с поводка. Он мне хоть немного помогает, тянет меня, как маленький ослик, за шнурочек. Или скорее наоборот, ведет меня, как человек-ослика с поклажей, с рюкзаком, с удочками. А сам идет себе на рыбалку. Попался пенечек по дороге, можно поставить на него рюкзак, немного отдохнуть. Заодно Карлоса отпущу. Потому что если сниму рюкзак, оставлю его, просто поставлю на землю, то я его потом не подумаю, чтобы закинуть на плечи. Иди, отпущу тебя. Что, гуляй. Фух. Давай, беги. Да беги, гуляй. Хорошо, хоть сегодня не так жарко, солнца нет, немного похолодало. И комарики активизировались. Ветерок такой приличный. Здесь в лесу не так заметно. Когда шел через поле, хорошо так дул с моря. Кто это? Надеюсь, Карлос. Вот. Возле землянки, наверное, шторм будет приличный. Все, вперед. По мере приближения к землянке я начал присматривать бревнышко для того, чтобы подпереть и выровнять строение. Потому как внизу я уже весь стройматериал выбрал, потому что он там рядом, мне нужно далеко носить. Теперь, чтобы найти более-менее крепкое и ровное бревнышко, приходится забираться наверх. В общем, бревнышки есть, и я каким-то чудом умудрился забраться наверх с тяжелым рюкзаком. Поэтому решил заодно и снять эту фотоловушку, потому что в ней нужно заменить батарейки. Но осталось опять ее найти. В тот раз мне Карлос хорошо помог ее найти, быстро вывел меня. Неудачная была затея идти с рюкзаком, лазить по горам, искать фотоловушку. Карлос на этот раз меня не вывел куда надо. И я налазился здесь. А в итоге оставил рюкзак где-то на пенечке. Теперь нужно будет рюкзак отыскать. Но фотоловушку нашел, но уже налегке, без рюкзака. Фух, сейчас буду снимать. Пойдем, следопыт.
На фотоловушке 387 кадров. В прошлый раз было 188, я был удивлен, что так много. А сейчас просто смотреть, не пересмотреть. Рассматривать буду дома, а сейчас займусь обустройством лагеря. Деревья скрипят, ветер сильнейший. Вывесил матрас, там немного солнца еще проглядывало на дереве. И ветер такой сильный поднялся. Надеюсь, он не упадет там с дерева, а то придется спать на земле без матраса. Деревья скрипят, желуди, ветки, все падает. Давай на кровать иди лучше. Залез. Ветер у реки все усиливается, разговаривать невозможно, очень шумно. Прямо такой ураганчик, шторм начинается. Я начал устанавливать палатку и умудрился сломать одну из вот этих вот дух. Вот, видно, наверное, разошлась. Вот. Сейчас буду как-то ремонтировать. У меня здесь, кажется, был клей резиновый для лодок. Надеюсь, им удастся. Хочу наложить такой бандаж из плетенки, с катушки смотаю немного. Намотаю и вот этим резиновым клеем промажу. Но я одновременно сниму вот эту металлическую муфточку и одену ее на эту сторону. А здесь она здесь приклеена на второй части. Попытаюсь отклеить и одеть сюда. Металлическая муфта изначально была приклеена на этой стороне. Мне удалось ее оторвать от клея. И здесь я промотал плетенкой, хорошенько промазал клеем. И поставил теперь ее на эту сторону, на поломанную уже. Надеюсь, дуга для палатки выдержит. Ну хотя бы в этом походе. А дома, если что, у меня есть запасные части для нее. Пока клей сохнет, наберу водички и полью свой огород, потому что огурцы с последнего моего посещения практически не выросли, хотя на одном я уже видел есть цветочек. А вот таким образом удалось автоматизировать набор воды для полива.
Ветер так и не прекращается. Не знаю, будет меня слышно или нет. Даже усиливается, наверное. Волны сумасшедшие. В общем, хотел приготовить кулеш. Не знаю, как так получилось, но из морозилки я взял вместо куска сала кусок мяса. Поэтому получился не кулеш, а полевая каша. Но тоже ничего. Правда, сильно много сварил. Я-то рассчитывал, что это кусок сала, его сохранить не проблема. А вот мясо нужно было приготовить все. Поэтому достанется и Карлосу, и мне добавка еще будет. И на завтрак останется. В общем, всем приятного аппетита. Уже ближе к вечеру. Сейчас поем. И, наверное, пойду в палатку. Сейчас даже непонятно, где безопаснее находиться. Деревья валятся, падают ветки, желуди. В общем, наверное, посижу немного на берегу потом. На улице уже совсем потемнело, шторм не прекращается, наверное, даже усиливается. Ветер капитальный. Карлос улегся под одеяло в землянке, но я залез в палатку отдыхать. Я сначала подумал, что начался дождь, такой стук по палатке, как будто капли воды. А это, оказывается, комары и всякие другие насекомые начали на свет фонаря прямо атаковать палатку снаружи. Пытаются взять тараном. Так что все, буду отдыхать. Увидимся утром. Спокойной ночи. Карлос, а ну стоять. Что притащил опять? А ну иди сюда. Это кто притащил? Кто это притащил? Опять ногу косули притащил. Фу. Доброе утро. 5:30 утра. Карлос гавкал только что. Разбудил меня. Спал неплохо. Правда, как ни странно, уже начало календарной осени, но было очень жарко. Заснул уже после полуночи, когда немного стало прохладнее. Есть у меня мысль еще часок подремать, а потом пойти на поиски бревна для усиления конструкции землянки и заодно поставить фотоловушку. Я ее вчера вечером установил вот здесь на дереве. Интересно, кто-то кроме Карлоса попался в нее. Повалялся еще минут 40, так и не заснул. Так что буду вылазить. Что ты тут караулишь? Успокойся. Так, отстань, Карлос. Успокойся. Заменил батарейки на фотоловушке. Сейчас пойду поищу, может быть, новое место найду. А может быть, там же, где солонец, и установлю. Ну и заодно поищу бревна. Да, ветерок не утихает. Утром совсем рано был послабее. Но я думаю, что днем снова будет как вчера.
В этот раз я планировал пробыть здесь 3 дня. 2 из них уделить ремонту землянки, но 1 день рыбалки. И принес с собой довольно много уже готовой прикормки. О чем, конечно, пожалел, когда тянул тяжеленный рюкзак. Совсем нерационально тянуть прикормку уже готовой, потому что она пропитана водой и весит намного больше. Так вот, если сегодня будет такая же волна, как и вчера, то рыбалка может оказаться под вопросом. Потому как на поплавочные удочки в такую волну будет ловить очень неудобно. Вот, но прикормку, конечно, жалко. Надо будет в любом случае как-то туда зайти и закормить, потому что прокиснет. Сегодня быстрее нашел место, где я устанавливал фотоловушку. Но пришел и смотрю, вроде бы как место то, но ловушку никак не могу найти. Потом понимаю, что она-то у меня в кармане. Вот, и я пришел ее устанавливать, а не снимать. Сейчас закреплю камеру на другом дереве, будет другой ракурс. Хотя, конечно, кадров уже с косулями, оленями очень много. Хочется какого-то разнообразия других животных, но попробую сейчас еще разочек здесь оставить ее, пока работает солонец. А потом буду искать место возле водопоя, возле родника. Там, может быть, попадутся какие-то другие животные. Все, камеру закрепил. Надеюсь, будут интересные кадры. Теперь нужно найти подходящее бревнышко. Такое, чтобы я мог дотащить. И чтобы было достаточно крепкое и мощное, чтобы надавить всю землянку. Ну или хотя бы удержать ее от дальнейшего заваливания. Вот, кажется, нашел неплохое бревно. Ровное, длинное, довольно мощное. Я думаю, более чем мощное. Главное его теперь дотащить до землянки. Оно недавно упало, не знаю, насколько оно мокрое. Думаю, что мне хватит сил его дотащить. Сейчас пойду возьму электропилу и веревку для того, чтобы померить более-менее точный размер. Ну что, у меня созрел план действий. Сейчас с помощью веревки отмеряю нужную длину бревна, иду в лес, отрезаю, тяну бревно сюда к землянке. Бревно не маленькое, тяжелое, тянуть не очень близко, поэтому мне становится тепло, даже жарко. И я беру прикормку, захожу в воду и быстренько закармливаю рыбу. Потом возвращаюсь, мокрому, на ветру мне становится снова холодно. Я хватаю лопату и бегу обкапывать землянку по периметру. Вот такой вот план до обеда. А дальше посмотрим.
Вообще я планировал упереть бревно не вот в это дупло, а в основной ствол дерева. Я его отрезал немного с запасом на подрезки, какие-то подгонки. Но оно стало так четко. Вот здесь немного я подогнал. И стало прямо идеально. Думаю, так и останется до весны. Скорее всего, не стоит толкать ее в ту сторону, выравнивать. Потому что как минимум она вся расшевелится, будут больше щелей. А как максимум может просто развалиться. Поэтому, я думаю, стоит подшаманить двери, законопатить уже существующие щели и как-то готовиться к зиме. Нужно переделывать печку полностью, ну как минимум дымоход, но печка тоже уже прогорела. Очень хочется попробовать сделать камин. Не знаю, будет ли он отапливать это помещение, но в принципе оно небольшое, я думаю, должно хватать тепла. Но у меня нет абсолютно никакого опыта в печном деле, но попробовать хочется. Ну что, пока я согрелся, при помощи перетягивания бревнышка залезу в воду и подкормлю рыбу. Почти целый тазик отличной прикормки. Здесь и колотый горох, и цельный горох, перловка, кукуруза. То, что нужно для леща. Еще не скисло, жалко, если испортится, поэтому основную массу сейчас высыплю возле сижи, чтобы доставать удочками 5-метровой, 6 и 7-метровой. 3 удочки у меня. И на завтра оставлю пару горстей, чтобы тоже немного прикормить. И на крючок, чтобы было. Можно ловить и на перловку, и на горох, в общем, на все, что здесь есть. Пока переоделся на ветру, сразу перестало быть жарко. Тяжелая. Килограмм 5 точно есть. Вообще не теплая. И в тапочках я зря пошел. Нужно выбросить их на берег. Застрял уже. Ай. Друзья, видео получается чересчур длинным и затянутым, поэтому сделаю его из 2 частей. На этом буду с вами прощаться. Всем здоровья, мира, добра и до встречи в следующей части. Пока-пока.